Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Всем привет! Вы на канале Попингуев, с вами Сев, и сегодня у нас очередной ремейк очередной культовой игры. Да, в этот раз действительно игра очень и очень хороша. Это игра Мафия. Вышла она 18 лет назад, мы имеем в виду про оригинал, естественно. И я думаю, у многих из нас есть воспоминания с детства, связанные с этой игрой. Ну, не будем сейчас вспоминать про уровни с машинками и так далее. Это, я думаю, многие из вас знают. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них. Итак, коллекционного издания эта игра не получила. Но она вышла в двух версиях. Первая версия — обычный бокс, содержащий только эту игру. Вторая версия — это сборник. Сборник сразу из 3 игр, с 1 по 3 часть. Отличается он тем, что только 3-я игра до этого выходила на PlayStation 4. Эти же 2 в первый раз. Давайте откроем и начнем, пожалуй, с одиночного диска. Игра у нас помещена в рукав. Рукав очень красивый, сейчас такая редкость. Во-первых, он переливается, во-вторых, само название рельефное. Единственное, что почему-то в последнее время наклейки с различными бонусами стали клеить прямо на саму обложку. Это, конечно, немного неприятно. А что тут такого? Достаем диск. Обложка диска полностью повторяет обложку рукава, за исключением того, что она, естественно, не переливается и без гравировки. Давайте откроем. Так, внутри у нас сразу же лежит плакат. Плакат также повторяет обложку самого издания. Если не ошибаюсь, в другом издании он будет другим. Но скоро мы это увидим. Также здесь лежит 2 флаера. Первый набор Чикаго, который показан у нас на самой коробке. И дополнительные бонусы для каждой из частей. 1, 2, 3 Мафия. Но здесь не кодом, а нужно регистрироваться на сайте. Диск. И забавно, но на другой стороне обложки диска у нас тоже изображен главный герой игры. Вот такое издание. Для обычного диска вполне себе красиво. Превосходно. И это только начало. Давайте откроем другое. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Так, рукав здесь также переливается, но в целом он матовый. Убираем его. Встречаем упаковку в стиле книги для разворота. Очень-очень маркий. Сразу же остаются отпечатки пальцев. Также на лицевой стороне изображен тот же самый рисунок и арт, как и на самом рукаве. Давайте открывать. Мафия трилогия. Так, 3 диска, каждый на своем поле, с рисунком, который повторяет обложку игры. И отдельный кармашек, в котором у нас находится различная макулатура. Во-первых, флаер техподдержки. Во-вторых, точно такой же буклет с бонусами на все 3 части Мафии, который нужно активировать через сайт. В-третьих, буклет с бонусным набором Чикаго для первой Мафии. И опять плакат, но уже другой. Сразу видно, что он гораздо больше, и он двухсторонний. На одной его стороне изображен главный арт этого бокса. Все 3 части. Собственно, они же изображены и на другой стороне, но в виде 3 обложек. Каждая соответствующая своей части игры. Такие бонусы очень приятны, когда они есть в обычных изданиях. Раньше это было хорошим тоном, когда в диске клали дополнительные флаеры, но теперь времена изменились. За старые добрые. Давай. Теперь по поводу самого издания. Особенность этого издания в том, что здесь в первый раз
издали «Мафию 2» на диске. В другом виде ее в данный момент времени купить нельзя. То есть она есть в цифровом виде, либо в части трилогии. И вторая и третья часть получили небольшое улучшение по сравнению с оригиналами, немножко потянули графику, сделали незначительные улучшения, но вшили все дополнения. То есть, что вторая, что третья часть здесь полностью сезон-пассами, скажем так. Первая часть же отдельный случай, как мы знаем, это полноценный ремейк, и он хорош. Забегая вперед, скажу. Ну что ж, вот так выглядит у нас трилогия. Разница между этими двумя изданиями, если не ошибаюсь, по-моему, около 1500 рублей. Тут уже решайте сами, стоит ли вторая часть этих денег или нет. Потому что третья выходила уже довольно давно, и я уверен, у многих она есть. Что либо в физическом, либо в цифровом виде. Вот мы и посмотрели с вами содержание обоих изданий, которые представлены у нас на рынке. Они оба получились довольно милыми, по-другому сказать, наверное, нельзя. Плакат и рукав делает свое дело. Какой из них купить? Ну, каждый, наверное, решает сам. Лично я взял бы просто оригинальную игру. Почему? Ну, слишком уж оно красиво и гармонично смотрится. Но взял сам я трилогию, потому что иметь все 3 части на физическом носителе для меня очень важно. Важно ли для вас это? Ну, это уже другой вопрос. Ну что ж, до встречи в новых видео. Удачи! Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить.